Всем привет! Меня зовут Янина, и вы на канале Дикое Полевание. Пропаганды больше нет. Как бы странно это ни звучало, но вслед за разгромом независимой прессы в Беларуси исчезла и пропаганда. Она превратилась в ретранслятор самой отбитой российской геббельсовщины. На ОНТ ведущие произносят тексты, написанные на Первом канале под смонтированный там же видеоряд. Желтые телеграм-каналы перестали быть сливными бачками КГБ. Теперь это филиалы пресс-служб Минобороны и МИДа России. А Белта неистово репостит сообщения ТАСС и РИА Новости. В общем, стаду, лакающему нечистоты белорусских госсми, активно скармливают путинскую повестку. А значит, все, кто в этом участвует, такие же военные преступники, как Симоньян, Соловьев и Киселев. Кто же окажется на одной скамье с шавками из Кремля? После выборов 2020 года на острие, пробивающем дно, мы привыкли видеть СТВ с одиозным, но бесталанным озаренком. Он и сегодня рассказывает про содомитов-бандеровцев и памятники Путину в Киеве. Но Гришины монологи репостили, чтобы тупо поржать. Сейчас многим не до этого, и слава оратора померкла. На смену пулеметным очередям ругательств пришли ядерные грибы лжи. И грибов оказалось больше всех у ОНТ. Первая в списке – Наталья Немагай. И она утверждает, что Украину бомбит своя же армия, а жители городов выходят на улицы не против российских оккупантов, а против украинских солдат. Мы не знаем, верит ли сама Наталья в то, что говорит, и вообще не уверены, складывается ли в ее голове читаемые за суфлером слова в осмысленный текст. Ну или ей вообще все равно, что вылетает из ее рта. Ненависть к нацистам не мешает этой даме жить в комфортной сталинке, построенной немцами, а красно-зеленый бутон на пиджаке закупаться мебелью в Икее. Совсем как российские ватники, которые ненавидят Запад, но из каждого отпуска на Канарах везут хамон и горгонзолу. А вот еще один род ОНТ – Елена Михаловская. Коллеги говорят, что умение работать именно этим органом помогло посредственной и вечно засыпающей в кадре ведущей пробиться в прайм-тайм. Мы со свечкой не стояли, а завистников у Елены наверняка много, так что утверждать ничего не будем. Но и мимо фактов пройти нельзя, а именно, карьера Михайловской, как правило, клонилась к закату после смены руководителя, посадившего ее в эфир. Следующий в списке – это Александр Аверков. Напротив, пересидел всех и до сих пор каждый вечер напыщенным павлином входит в студию. Перед этим над ним час бьются в истерике гримеры. Жадный до денег ведущий соглашается на любой корпоратив, поэтому без грима главное лицо ОНТ выглядит так плохо, что на улице его никто не узнает. По этой же причине его никогда не ставят на утренние эфиры. Как любой бесталанный актер, ничего не добившийся, склочен, обидчив и высокомерен. Ну а поскольку сам он из-под Саратова, топит за русский мир у Путина вполне искренне. Московский корреспондент Светлана Карульская, наоборот, из белорусской глубинки, которую всегда ненавидела, поэтому за нынешнее место держится всеми когтями. За отталкивающую внешность и неприятный голос Светлану давно прозвали совой, причем свои же. За немалую доплату она усердно продвигала повестку Кремля и в белорусский эфир, и грустила, когда между Минском и Москвой пробегала кошка. В такие дни ей запрещали брать комментарии у московских покровителей, и сова сидела без работы и гонорара. Зато теперь она самый востребованный спецкор и с таким упоением верещит про рашистов, что, кажется, зигануло бы прямо в кадре, если бы не микрофон в руке. А еще Карульская считает своим долгом высказаться обо всем в Фейсбуке и облаять каждого, кто попытается поспорить. Ответы вроде «ты говно» — это, конечно, верх умения вести спор. Лысая вишенка на торте ОНТ Марат Марков. Мы не знаем, работает ли он на полставки КГБ, но за допрос Протасевича ему как минимум должны были выписать премию. Сегодня он столуется на берегах Москвы-реки. Вот уже месяц, как в программе «Ничего личного» сплошь глотки русского мира. Хоть и не всегда русские глотки Ерносян, Уралов и Киасаян. На фоне таких собеседников вот это уже и не кажется трэшем. Где отбили эту башку больше, в военном училище или в идеологическом управлении администрации Лукашенко, сказать сложно. Но никаких сомнений в ней в августе 2020 года не было. Марков лично запугивал и шантажировал тех журналистов, кто хотел уволиться, угрожал компроматом, которого достаточно для уголовного дела. Главная покровительница этого теледознавателя Качанова. Именно ее Марков звал в качестве первой гости всех своих проектов. К слову, на телевидении есть неписанное правило – минимум трижды повторить каждый тезис колхозного вождя. Во-первых, прямой цитатой. Потом, в этот же день, ее произносит какой-нибудь прикормленный эксперт в виде Дермонта или Гигина. И, наконец, в итоге недели зовут попугая чиновника. Качанова, неважно в какой должности, всегда хороший вариант, так как она наиболее прилежно зубрит речи Луки. Сегодня трижды повторяют уже заявление Путина, причем если эксперты остались те же, они и так давно на довольствии Кремля, то в VIP-спикерах появляется сам Песков. Мы привыкли называть госсми Геббельс ТВ, но это уже воспринимается как лесть.
До геббельсовской пропаганды им далеко. А вот сравнение с радио «Тысячи холмов», которое сыграло зловещую роль в геноциде в Руанде, напрашиваются сами собой. Нельзя сказать, что до 1994 года в этой африканской стране народности хуту и тутси мирно уживались, но это была борьба между радикалами, у власти же находились умеренные и довольно терпимо относящиеся к тутси хуту. К резне привели именно призывы радиостанции, сотрудниками которой были исключительно хуту. И хоть ведущие и журналисты не упоминали слово «тутси», все понимали. Фразы «пора рубить высокие деревья» и «истребляйте тараканов» означали не что иное, как «идите и убивайте тутси». Но чтобы никто случайно не ошибся, зачитывали в эфире имена и адреса врагов народа. Призывы обычно делались с использованием эвфемизмов, которые, как установил Международный трибунал по Руанде, однако были однозначно понятны слушателям. Вот что вещал политический обозреватель Анани Нкурунзиза. «Я верю, что скоро взойдет заря. Для тех из вас, кто молод и не знает этого слова, заря – это первый свет солнца в начале нового дня. Займется тот день, когда не останется больше тараканов на земле Руанды. Слово «тараканы» будет забыто навсегда». Ведущая Валери Бемерики позже призналась: «Я призывала хуту убивать тутси. Я должна была назвать в эфире места, где они скрывались. Организация геноцида была очень тщательной. На всех уровнях мы получали информацию о местах их нахождения. Мы объясняли по радио, что тутси прячутся, чтобы потом напасть на хуту». Бойня в Руанде длилась около 100 дней и унесла жизни от 500 тысяч до миллиона человек. Позже был Международный трибунал, и сотрудников радио «Тысячи холмов» признали виновными в геноциде наравне с военными политиками. Бемерики получила пожизненное заключение. Нкурунзиза до сих пор в бегах. Другие пытались укрыться в Конго, но и там были схвачены и доставлены на родину, где их ждала тюрьма. Эта участь не минует и белорусское радио «Тысячи холмов». Спасибо, что досмотрели этот ролик, и до новых встреч! Живе Беларусь!